Сегодня я отступлю от своих принципов, потому что когда я пересмотрел этот опрос, я понял, что он нуждается в моих комментариях. Или я нуждаюсь в том, чтобы его прокомментировать, потому что я уже не могу. Не могу на такое смотреть. Не могу. Потому простите, мы здесь отойдем от принципов беспристрастности. Я не просто показываю опрос. Я на некоторых моментах, хочу прокомментировать и высказать свое мнение. Итак, наш опрос. Стоит ли проверять уровень патриотизма у детей в школах? Вы знаете, в Сумах там начали вроде проверять в дошкольных учреждениях, в детском садике. И мы решили спросить у киевлян и гостей столицы. Здравствуйте, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли у детей проверять уровень патриотизма в школе? Обязательно. А как это проверить? Школа должна знать это. Учителя должны метод подойти, найти к ним и проверить их патриотизм. И дома. А на ваше усмотрение, вот как это можно сделать? Как проверить? Как это? Типа игры, типа, я знаю, уроков каких-то дополнительных. Все это можно сделать. Как распознать, есть ли в ребенке патриотизм или его нет? Только учителя могут это сказать. А если бы вы были учителем, как бы вы... Что бы вы... Шла к ним подход какой-то, чтобы узнать, строить какие-то занятия, какие-то игры, куда-то пойти с ними, там все это выявится. Забыл уточнить, наш опрос уже традиционно проходит на включенной камере, то есть мы не выбрасываем ответы, которые нам не понравились, как это делают украинские СМИ, не оставляем то, что нам понравилось, мы показываем все. Вот видите, человек, уже не молодой человек, предлагает пойти куда-то с детьми, и там оно проявится. То есть как проявится? Учитель должен будет подслушивать, знаете, там кто-то что-то сказал, а там анекдотик какой-то прозвучал, запишем. Иванов недостаточно патриотичен, 2 плюса. Я думаю, не нужно. Патриотизм вообще проверять не нужно. Знаю. Это нужно делать или нет? Я не знаю. А как вы считаете? Да. А как это сделать? Как его проверить? Я не знаю, це від родителей зависить, наверное. Уроки патріотизму какие-то вводить. Какие-то уроки языка, уроки якоїсь там державної культури, уроки державної історії. Оказывается, в Украине мало еще уроков патриотизма, уроков культуры, государственного языка. Маловато. Надо больше. Можно отменить, знаете, математику. Отменить, нафиг там математика нужна. И физику. Кто-то собрался там, я не знаю, в космос летать или что. Это все надо отменить и заменить уроками патриотизма. Маловато будет. Быть патриотом или не быть, это уже понять задачу. Зависимость Надо от уехать, чтобы родителей понять, любишь зависит, ты. наверное. Вот это лучший рецепт, который мне больше всего нравится. Надо уехать, чтобы понять, любишь ты Украину или нет. Я так понимаю, что многие этого испытания не прошли. У меня нету школьников, я не готова ответить. Я думаю, что у нас сейчас не пропагандируют патриотизм. По крайней мере, я такого не заметила. Не пропагандируют патриотизм? Может, я не прав? Может быть, нет никакой пропаганды этого патриотизма? Может, не шагают эти люди толпой с флагами? Может быть, вчера я не опубликовал видео? Или, может быть, это видео смонтированное, где дети поют одно и то же, машут этими флагами, постоянно одно и то же? Может быть, все это мне пригрезилось? Патриотизма? Не знаю даже. Наверное, надо. А как это сделать? Как проверить его? Без понятия. Не знаю. А вы как считаете? Вика, ты любишь свою Украину? Девочка любит свою Украину. Девочка прошла это испытание. Девочка, а ты жила во Франции? Нет. Девочка, а ты жила в Австрии? Нет. А как можно тогда проверить твой уровень патриотизма? Сложно, думаю, да. А как это сделать? Как проверить уровень? Наверное, вопрос, во-первых, научить их надо сначала любить Родину, а потом и спрашивать. Как можно научить любить Родину? Вот, к примеру, я не могу влюбиться, я никаких ассоциаций с Родиной, в бомжиху. И как меня можно научить ее полюбить? Но я ее не полюблю, мне она не нравится. Учите меня или не учите меня. Или если с 1 класса рассказывать, что любить бомжиху это нормально, то взрослый человек ее все-таки полюбит. Историю Украины.
Я же говорю, сначала для того, чтобы спрашивать, любят ли они родину, нужно их научить любить родину. Наверное, стоит. А как это проверить? Наводящие вопросы. Понимаете, родители разные. По-разному своих детей воспитывают. Вот. И потому как дети общаются, всегда можно определить, что думают в семье. Вот это самый интересный аспект. По ребенку можно определить, как общаются в семье, а там уже сделать свои выводы, обратиться куда следует, а там, где следует, разберутся. Смотря в каком классе. Если так до 5, до 7 классов, я считаю, не стоит. А выше, может быть, и стоит. А как это проверить? А вот это вот сами решайте как. Степень патриотизма, он заключается не в том, что вы будете кричать «Слава Украине», а в том, если вы живете на этой земле, работаете и помрете на этой земле. Вот это патриотизм. А все остальное это чепуха. Нет. Я думаю, что стоит. Как это сделать? Как проверить? Ну, есть куча способов. Начиная с каких-то массовых мероприятий, это проведение позашкільних выховных годин, да? Тематика, которая предусматривает патриотизм в общеобразовательных школах среди таких детей. А второе, есть массу, можно сказать, даже спортивных мероприятий. Как я это вижу. Скачешь в шароварах и в вышиванке, значит патриот. Я вот недавно смотрел фотографию одной знакомой, и там что-то она в школу пришла, что-то там рассказывала. Детки сидят вот такие вот все, и все в вышиванках. А если мой ребенок хочет сходить просто в обычной рубашке, а не в вышиванке, то он уже не патриот, правильно? Куда вообще дойти можно вот таким вот? В красных сапожках прыгаешь, значит патриот. Чуб у тебя вырос. О, очень сильный патриот. Назначим тебя старостой среди патриотов. Что за бред? Как-то, да, препятствовать, благоприять тому, чтобы детей больше приобщать к таким мероприятиям и называть эти заходы там, День захисника вітчизни, как у нас сейчас вообще принято, правда? Можно, а почему нет? Почему? Можно третий потом день захисника вітчизни назначить. Можно каждый день назначать. А если вот выявится ребенок, который не патриот, скажем так? Что с ним делать? Как он может проявиться, что ребенок не патриот? Ну Смотря вот, какими мероприятиями его нужно к этому привлекать ребенка. Если ему будет интересно, он всегда будет патриотом, потому что ребенку это будет интересно. Нет. Вы знаете, когда искусственно прививается это дело, это же потом начнутся показатели, сравнивать, где больше, где меньше. И получится это, да, хорошими поступками родителей, окружающих, и оно само патриотизм станет. Поверьте мне, что так это и будет. Нет, наверное. почему нет? Не знаю. Не знаю, это не знаю. Ну, я думаю, что нет. Может, дети еще не осознают. Ну, например. Чего не осознают, котик мой? Что вот эта вот серость, которую я вижу в последних опросах в Киеве, это то, что они должны любить всем сердцем и безусловно, не осознают чего? Что их мизерная зарплата их родителей, это то, что они должны любить и за что должны быть благодарны этому прекрасному государству, которое они тоже должны любить безусловно. Что они не осознают, родная моя? Что осознаешь ты, чего не осознают они? Некоторые не знают, куда поступать еще, правильно? А это, ну, не знаю, я думаю, что нет. Поэтому... Зачем? Обов'язково. А как это сделать? Ну, я думаю, тести робити. Какие? Психологічні тести. Відношення до свого прапора, до свого герба. Як відносяться до української мови. Причем у мальчиков я даже знаю, куда надо подключать электроды. Знаете, показывают им на стене флаг Украины. И сразу проверяют, есть эрекция или нет. И если нет, то не патриот. Ну, да? Скажите, а что если вот выявится, что ребенок не патриот? Не патріот? Значить, це ошибка наша. Ми, суспільство, не зуміли в ньому виховати патріотичні наклонності. Ну как можно воспитать патриотические наклонности в человеке? Как их можно воспитать? Ну если человек живет в сарае, стены обляпаны дерьмом, к примеру, да, и ему говорят, слушай, ну это вот классно, но он в любом случае захочет выбраться из сарая, он не будет его любить, а когда он выберется, он начнет кричать, мой сарай самый лучший, когда будет жить подальше. Я таких патриотов встречал.
Конечно. А как это проверить? Не знаю, вести какие-то для этого. Не знаю. Мне патриотизм это нужно на данный момент в Украине, потому что его очень мало и люди забывают, кто они на самом деле. Опять, патриотизма очень мало. А что тогда на ТВ вижу? Или, а что такое патриотизма очень много, если вот это очень мало? Даже не знаю, что вам сказать. Ну, ничего плохого, в принципе, в этом нет. Напевно, А как это проверить? не знаю. Конечно, это всегда полезно. Ты любишь свою маму? Так вот, Родина – это та же мама. И если ты не любишь маму, ты урод. Что ж делать? На этом, так сказать, все построено. Увы. О, я часто слышал это прекрасное сравнение. Родина, значит, мама, значит, должен любить, безусловно, как маму. Есть мамы разные. Есть мамы, которые в детдома детишек сдают. Есть мамы, которые рожают их в сортирах. Есть мамы, которые подбрасывают их куда-то. Есть мамы, которые через 2 дня уже забывают, что у них кто-то родился, потому что в пьяном угаре валяются где-то. Таких мам тоже надо любить. Безусловно. А почему? Но представим себе маму более или менее. На 9 месяцев выносила. И хотя бы за это уже надо ей быть благодарным. За то, что она не сделала аборт. За то, что она не сильно так бухала. И ты родился со всеми руками и ногами. Ну а за что здесь человек должен быть благодарен вот родине? За то, что он там на свет появился. Так он не бесплатно на свет появился. И не в самых лучших условиях он появился на свет. И вдыхает он воздух сразу же загазованный. Потому что никто не следит. Государство это не следит за тем, чтобы воздух был чище. А за что? Я понимаю, что это безусловно. А если он родился в сортире? Без всяких там. Он же сортир любить должен. Я не понимаю этого. Может, я как раз и есть та самая вот мерзость, мразь настоящая, безродный космополит, а?